Я очень рад быть с вами сегодня утром. And are you guys winners? Являетесь ли вы победителями? Yeah. How did you get here? Как вы попали сюда? You qualified, you won, you're in the elite club. Вы квалифицировались и вы выиграли эту поездку. Was it hard work? Было ли это сложно? Anything worth having takes a lot of work. Все, чего мы достигаем, дается нам в результате упорных усилий. And I hope as you go back to your countries and to your city, Я надеюсь, что когда вы приедете в свои страны и в свои города, if you're not already, you become known as the happiest people in your city. и я знаю, что вы будете наиболее счастливыми людьми в вашем городе. That you're some of the most successful people in your city. И вы будете наиболее успешными людьми. You're some of the most helpful people in your city. И вы будете наиболее полезными. And that you're some of the most generous people in your city. А также наиболее щедрыми людьми своего города. And that you spread happiness everywhere you go. И вы поделитесь своим счастьем со всеми, кого вы встретите на своем пути. Certainly, 4life is the Transfer Конечно же, Factor. 4life является компанией иммунной системы. And we are the immune company. И мы компания для поддержки иммунной системы. And one of the most clever things about Transfer Factor, И одна из наиболее важных вещей трансфер фактора, it can make your immunity go up. что трансфер фактор может поднять вашу иммунную систему. When it needs to be settled, it can bring your immune system back down into balance. А также, когда иммунную систему необходимо успокоить, трансфер фактор может также сделать и это. There is no drug that will Нет do ни that. одного медикамента, который мог бы обладать таким эффектом. Now, this happy-looking group here, И это группа счастливых лиц. this is our Health Science Advisory Board of the Это United наш States. научно-консультативный совет в Соединенных Штатах. And they asked me to bring their special greetings to you. И они просили меня передать их теплые пожелания и приветствия вам. And they hope to all see you in convention in the И они United очень States. надеются на встречу с вами на конвенции Соединенных Штатов. They're all very amazed about how successful you have been in your И country. они очень поражены вашим успехом в ваших странах. Now we're going to talk about the immune system. Давайте поговорим об иммунной системе. It's made up of a lot of different types of immune cells and signaling. Она состоит из иммунных клеток и других сигналов для передачи информации. But let's just look at it from a very simple point of view. И давайте посмотрим на это с наиболее легкой стороны. What your immune system must do Наша иммунная система, is when we're invaded by a bacteria or a она virus, постоянно находится под атакой вирусов и бактерий. our immune system must recognize it as foreign. Иммунная система должна распознавать агенты, которые видны для And нас, then it has to respond to that. и должна foreign быстро реагировать на угрозу, And then it has to remember. и должна помнить эту угрозу. Because when you get the mumps or the measles, how many times do you get it? Как только вы встречаетесь, скажем, с любой бактерией, вызывающей грипп или другую инфекцию, как часто вы с ней встречаетесь? You just get it once because your immune system remembers. Да, вы можете однажды заболеть, но ваша иммунная система уже готова к встрече. So remember, it has to recognize, Она должна распознавать, has to respond, запомнить и ответить. has to remember. Now I'm going to explain in very simple terms Сейчас очень быстренько и просто он попытается объяснить вам Cheryl Lawrence's hypothesis. гипотезу Лоренца. Because I know that everybody you talk to is not a doctor. Многие говорят об этом, может быть, не все врачи, но говорят об иммунной системе. And that most people are not. Многие люди знают, другие не имеют профессиональных знаний. And this is an important concept that is very easy to convey. Это очень простая система, и этой теорией очень легко делиться. Now Cheryl Lawrence had this idea. Лоренс имел такую гипотезу. He wondered if he could borrow immunity from Он считал, someone что если он может позаимствовать информацию о передаче иммунного ответа от кого-то, that memory of immunity and give it to someone who и has взять it, вот эту именно память
об иммунном ответе и передать кому-то. So a great hypothesis, but how would you prove it? Но теория сама по себе замечательна, но как доказать это? Well, he discovered a way, or he thought of a way to prove it. Но он попытался найти возможность, чтобы доказать правильность своей гипотезы. Everybody familiar with the tuberculosis? Ну, вы знаете тест, туберкулиновую пробу. Okay, yeah, if they give you a test here that swells up, you've been exposed to or have Вы tuberculosis. знаете, что если вы имели предварительный опыт общения, так сказать, туберкулиновой палочкой, то ответ будет в том, что появляется покраснение. If nothing happens, your immune system doesn't recognize it, so it's never seen tuberculosis. Если нет никакого ответа, то ваша иммунная система не имела опыта общения с туберкулиновой палочкой, хотя, в принципе, она может иметь, но настолько сильная иммунная система, что вы не имеете ответа такого выраженного. So he took a group of people who had been exposed to tuberculosis. Он отобрал группу людей, которые имели уже контакт с туберкулиновой палочкой. He withdrew blood from them. Он взял кровь от этих людей, He separated out the white cells or the отделил green cells. белые лейкоциты, белые кровяные шарики. He broke them open and filtered out small molecules. Он, так сказать, взял экстракт лейкоцитов. He injected it into the group that had not shown a response to tuberculosis. И, так сказать, сделал инъекцию тем людям, которые никогда не имели возможность, так сказать, познакомиться с этой палочкой, не общались с туберкулезом. 2 days later, he tested them again. Через 2 дня он снова сделал пробу. This time, they tested positive. И была позитивная реакция на туберкулиновую палочку. Their immune system recognized То есть иммунная система tuberculosis. распознала туберкулиновую палочку, не имея предварительного общения с ней, а только получив экстракт лейкоцитов, который передал ей информацию о встрече кого-то с этой палочкой. So they had never been exposed to tuberculosis, but То their есть immune это system не recognized. был личный контакт с туберкулиновой палочкой. Мы получили информацию о ней. So he had transferred the factors Таким образом, он передал через that gave immunity молекулы, которые являлись переносчиками этой информации, without exposing them to the да, disease. не подвергая их заболеванию или общению с больным туберкулезом, он передал память о встрече с туберкулиновой палочкой, передал иммунитет. He proved his hypothesis that he could borrow immunity from one Таким person образом, это то, что мы называем and give that иммунитетом. immunity to somebody else. То есть передача информации является наиболее важным фактором для готовности нашей встречи с тем фактором, от которого мы хотим себя защитить. Now that was a brilliant discovery. Это было замечательное открытие. 2 other smart guys came along. Еще 2 умных человека появились на арене. And they found Они обнаружили. that transfer factors also exist in colostrum. Они обнаружили, что трансфер фактор, то есть молекулы переносчики информации, находится также в молозе. So instead of, as Carol Lawrence did, taking them from white blood cells, they found that they could be taken from colostrum. Таким образом, они обнаружили, что вот эта информация может быть позаимствована не из источника, который опасен, из лейкоцитов, а может быть взята из молозива. And they can become highly concentrated by using a process called ultrafiltration. И что эти молекулы могут быть очень высокой концентрации в результате процесса ультрафильтрации, получены и использованы для тех целей, для которых они предназначены. Then they can be spray dried into a powder that could be put into a capsule. Что они могут быть использованы в виде порошка. Now David Lisenby had another great idea. А у Дэвида Лизенби появилась еще одна замечательная идея. He reasoned that if animals are passing this type of immunity to their offspring, Он понимал, что любое, так сказать, новое поколение, появляющееся на свет, должно быть защищено от всей той инфекции и угрозы, которыми мир, так сказать, наполнен. Потому он решил, что, по-видимому, каким-то образом эта информация передается и другим, не только млекопитающим, но и другим, так сказать, созданиям. that transfer factors also might be found in eggs to give extra Что, immunity to their по-видимому, offspring. трансфер-факторы должны быть и в яйцекле, иначе как же курица может защитить цыпленка? 4life scientists looked at
AIDS and indeed discovered there are transfer factors there as well. Ученые 4life, они нашли возможность, так сказать, обнаружить And of course, we obtained a patent for 17 years. в желтке куриных яиц был приготовлен экстракт, That protects the company. который защищен патентом, эксклюзивный патент 4life. No one else is allowed to take transfer factors from eggs and claim use. Технология защищена патентом США, и никто не может использовать это, не нарушив, так сказать, закон о патенте. But it doesn't just protect the company, it protects your Но это не business as только well. защищает компанию, это прежде всего защищает наших дистрибьюторов. Because it gives you exclusive product. Потому что это дает вам эксклюзивный продукт. And of course, we have many patents. Ну, естественно, у нас очень много других патентов тоже. Now, it had Cheryl Lorimer, well, the amount of transfer factor that is in a bottle of advanced transfer factor advanced, Количество трансфер факторов, которые находятся в баночке трансфер фактор Advance, if you took that from blood, если вы берете, скажем, из крови, чтобы получить такое количество трансфер факторов, concentrated it, the amount that's in there, сконцентрировать это, that bottle would cost between $15,000 and то вот этот $25,000. продукт стоит от 15 до 20 тысяч долларов. То есть продукт, полученный из источника, так сказать, из крови, и готовый для того, чтобы в виде инъекции быть данным пациенту, он очень дорогой. So these discoveries that it's in colostrum and its eggs were very important because we can get large amounts for a very small cost. Смотрите, ведь получается, что этот патент дает возможность доставить дорогостоящую, так сказать, информацию в виде не опасного для здоровья способа использования. Это вы внутрь используете, не инъекционно, у вас нет возможности заражения чем-то и за маленькую цену. Это просто потрясающее открытие. So instead of transfer factors just being a scientific curiosity in research laboratories, now enough to be produced to sell it as a supplement for people to regain their health and to maintain wellness. То есть то, что было в начале как бы своего рода следствием любознательности ученого, его пытливости, его ума, чтобы вот было обнаружено, что возможна передача информации из крови. И мы пришли к тому, что был создан продукт, который становится средством поддержания здоровья и защиты его, и он получен за очень, так сказать, низкую цену. Это делает его доступным очень многим людям. Okay, now science is looking for things that will improve one's immune system. Science is looking for methods by which we can Ну, improve естественно, что our... ученые всегда в поисках любого средства, которое может улучшить состояние здоровья и поддержать его. Because penicillin's not working like it used to, is it? Ну, как вы знаете, уже существует резистентность к антибиотикам. Тот же пенициллин уже, так сказать, не работает, много устойчивых форм. So science has developed a test to search for things that will boost immunity. Таким образом, ученые искали средства, которые могут поддержать иммунную систему и вывести ее на новый уровень функционирования. And it's called the natural killer cell test. И вот этот тест, это исследование способности естественных киллеров убивать клетки, с которыми нужно организму бороться, этот тест очень показательный в плане готовности иммунной системы реагировать на угрозу. And natural killer cells are one form of immune cells. Но вы знаете, что естественные киллеры – это одна из разновидностей клеток иммунной системы, которые стоят на готовности защищать организм на разных уровнях. Так сказать, это не единственный уровень защиты. So in order to do this test, blood is withdrawn from individuals. Кровь берется от человека, тест, на котором ставится. The natural killer cells are collected from the blood. Выделяются киллеры. And if you put them on cancer cells, Если вы их соединяете, так сказать, в условиях эксперимента с раковыми клетками, кровь, извлеченную, киллер, извлеченный из крови, those natural killer cells will kill about 20% of они those cancer только cells. могут уничтожить 20% раковых клеток. Now the objective is to find something that will make them kill a greater percentage. Естественно, что нужно стараться сделать все, чтобы увеличить, так сказать, эту способность естественных киллеров, большее количество клеток поразить. Так что может повлиять на эту активность? Now transfer factors don't kill cancer cells. Трансфер фактор, он не убивает. Ничто не убивает. Он не для того предназначен.
If you put transfer factors onto cancer cells, Если вы, скажем, соедините трансфер фактор и раковую клетку, что произойдет? it doesn't kill any of them. Ничего не произойдет. Никакого убийства не будет. It doesn't act like a drug that kills Он не cells. действует как медикамент, который предназначен непосредственно что-то разрушать, уничтожать. Он для этого не предназначен. So what does it do? А что же он делает? You put it with the natural killer Когда cells, вы соединяете трансфер-фактор с естественными киллерами, it makes the natural killer cells прежде всего activate. трансфер-фактор передает киллерам информацию о том, как лучше всего реагировать на, скажем, ту же раковую клетку или на любую другую угрозу. То есть он передает информацию о готовности клетки на реакцию с любой угрозой. Now, when you take these activated natural killer И cells, вот эти клетки, как он называет, активированные клетки после встречи с трансфер-фактором, если вы теперь их and соедините, put them with the target cells, если вы соединяете с той же раковой клеткой, что произойдет? it will now kill a much higher percentage of Теперь those же cells. гораздо больше процент раковых клеток погибнут, потому что они встречаются с киллерами, которые моментально реагируют на угрозу, распознают. Transfer factor boosted 200%. Трансфер-фактор на 200% повышает активность иммунных клеток и способность реагировать. The mixture of the transfer factors from eggs and colostrum А если мы берем смесь трансфер-фактор, полученных из молозива и из желтка куриных яйца, increases the kill rate by то же 283%. процент увеличивается. На 283% увеличивается активность киллеров. And this is transfer factor plus И это трансфер-фактор плюс, скажем, 437%, это 437%. which is it killed instead of 20% of the instead of a 20% kill, the natural killer cells could now kill 97%. Теперь смотрите, что происходит. Это увеличивается способность уничтожать раковые клетки процент 487%. То есть насколько увеличивается активность нашего организма, вот, реакция его на угрозу. Раковая клетка, это мы ежеминутно встречаемся с ними, мы постоянно в организме исправляем, это мы уничтожаем, потому что наш организм готов. Вот что происходит. So we didn't do this test to prove that it kills cancer. Вот это этот тест, который лучше всего показывает, так сказать, что делает трансфер-фактор. We had this test done to prove that it improves your immune system. По сути дела, вот этот тест показывает, что иммунная система становится компетентной. Она распознает, она реагирует, она вас защищает. So it's great to have your immune system boosted up when it needs to be. То есть что происходит? Происходит стимулирование ответа. But sometimes if your immune system is too active, like with allergies, you need to bring your immune system down. Но это тогда, когда необходимо распознавать, скажем, угрозу. Но вы знаете состояние, когда гиперактивная иммунная система может вредить нам. Вы знаете, это крайний случай, это аутоиммунные заболевания. То в этом случае нужно что? Нужно привести ее в состояние баланса, нужно умерить эту гиперреактивную реакцию, повышенную реакцию и дать адекватную реакцию на тот раздражитель, который не требует пушки по воробьям, требует маленького, так сказать, адекватного ответа. So in our laboratory at 4life Research, В лаборатории компании 4life Research, we took a different class of cells. значит, были взяты другие уже клетки. Those of us in R&D, we took our own blood. Мы взяли, значит, кровь сотрудников, We removed the T helper cells были выделены хелперы and also the cytotoxic T и cells. цитотоксические клетки. But T helper cells do exactly what their name infers. They help guide the immune system where it needs to go. Ну вот, хелперы, они помогают иммунной системе, так сказать, иммунной системе давать именно тот ответ, который от организма требуется. And here's a cell at rest, an immune cell at rest. Значит, в покое иммунная клетка, вот как фотографии показывают. We put a substance with that cell, and it gets all excited and builds up all of this Вот energy. смотрите, тут как бы вот иммунная клетка в том состоянии, когда она не активирована, а это ее ответ на различные стимуляторы, скажем, различные факторы, которые вызывают тот или иной ответ.
It's a false alarm to make the immune cells think that a disease is coming. То есть это вызывает ответ, как бы активизацию иммунной системы и повышает ее готовность к встрече. And then by taking our transfer factor products, we can modulate or bring that back to normal. То есть тогда, когда нам нужно вызвать вот тот ответ, который это приведение иммунной системы в состояние баланса, нужно гармонизировать ответ, нужно погасить повышенную реакцию. Вот этот тест показывает, что иммунная система под влиянием трансфер фактора приходит в норму. Это адекватный ответ. Stated very simply, Такое, если говорить просто, transfer factor can boost your immune то есть system он when может necessary, повышать иммунный ответ, он может нам давать активизацию для защиты, and it can bring it back и down он может when necessary. погасить гиперактивную иммунную систему в том плане, что вызывает ее приход в состояние покоя. Не надо реагировать на маленькие факторы, потому что ты слишком сильно реагируешь на мелочи. Вот это то, что трансфер фактор говорит нашей иммунной системе. Не беспокойся, все в порядке, все в порядке. Now, we did one other test at 4life. Еще был проведен такой тест в Life. Science is searching for some way to measure immunity, to tell if you have good immunity or bad immunity. Ну, кроме того, нужно было как бы найти тот тест, который мог бы позволить сказать человеку, в каком состоянии иммунная система. Сильна ли она, готова ли она к встрече с инфекциями, или она уже находится под напряжением и неадекватно реагирует. We want to test, like for people in here who are healthy, Значит, как бы здоровые люди, практически здоровые, так называемые, that we can show you're even healthier than the people around you. оказывается, вот среди практически здоровых людей есть более здоровые и есть более близки к тому, чтобы, так сказать, соскользнуть уже в состояние дезадаптации. And you're healthier because you're taking transfer factors. И, может быть, именно вы здоровы, потому что вы принимаете трансфер фактор. Almost all clinical studies are done in a state of disease. Почти все клинические исследования, которые были проведены, это были на пациентах, имеющих те или иные заболевания. But we want to test, we'll test healthy people. Но хотелось знать, что происходит тогда, когда мы исследуем практически здоровых людей. So we ventured into a test where we were testing the antibodies that occur in the mouth. Значит, было принято решение, так сказать, в отделе исследования, чтобы проверять состояние слизистых и антитела, которые обнаруживаются в слизистой слюны, в частности, в секретах слизистых. Да. That's right. And antibodies are molecules made by the immune system that deactivate viruses and attach to bacteria so the immune system will know their marks for Вы destruction. знаете, что антитела – это то средство, которое вырабатывается в организме, это средство защиты для того, чтобы сражаться, так сказать, с той бактерией, которая в организме встречается, и обезвреживать. Антитела – это очень важная часть функции иммунной системы. And we would rather take saliva from someone than blood. Ну и решили, что будем исследовать в слюне, чем брать это из крови. It's easier. Это проще и очень демонстративно тоже. Okay. Now, why are these antibodies that are in our mouths, our lungs, our intestines so important to us? Почему так важны антитела? Ну, это может быть исследовано в слюне, там, ну, внутри, это может быть из легких, антитела существуют всюду в крови. An infectious disease is something we catch, right? Ну, инфекционные заболевания все им подвержены. 95% of the diseases we get are through air samples that go in our mouth. Первый контакт, который у нас происходит, чаще всего это через полость рта, потому что мы Or in the water we drink, or in the food we eat. пища, которую мы употребляем. So the body makes a lot of these antibodies and spills them into our mouth and into our intestinal tract to deactivate the bad bacteria. Нам именно вот антитела, которые находятся в слизистой оболочке, они очень важны, чтобы обезвреживать все то, что поступает в организм. In fact, it produces about 3 grams of these antibodies a day, and that's a tremendous amount Антител это в организме вырабатывается в течение дня. for such potent molecules. Ну, для таких маленьких молекул это огромное количество, 3 грамма. And every time we get sick, И тогда, когда мы больны, it's because
the IgA failed to block it from getting into our system. Когда мы больны, это свидетельство того, что вот антитела нашего организма, они, так сказать, или на низком уровне, или не справляются с инфекцией. So the better amount of IgA defense you have, the more likely you are to stay healthy. Уровень иммуноглобулинов у вас в организме, тем вы более готовы к тому, чтобы, так сказать, оставаться здоровыми и не подвергаться опасности заболевания при встрече. We gave people transfer factor Мы давали трансфер фактор for 4 weeks. в течение 4 недель. Now, first of all, just focus on the blue ones. Ну, посмотрите сейчас на голубых столбиках, вот, сфокусируйтесь на них. This was 21 different individuals, Это 21 человек. and before they had any transfer До factor, того, как они использовали трансфер фактор, we measured their мы levels определили уровень of these antibodies in the sweat. антител в слюне. And you can see that some people didn't have very much, and other people had a Одних было lot. больше, других меньше. Уровень был не одинаковый, естественно, что разные люди. So these people have about 3 to 4 times the defense of that person. Некоторые имеют 3-4 раза больше количества, чем другие. Now we gave them transfer factor. После приема трансфер фактора Now focus on the red line. посмотрите на красные столбики. Within just 1 month, this is В how течение much месяца насколько повышается содержание иммунной. it brought their Ig levels up. Повышается намного. This person Вот, предположим, этот пациент, went about 5 times what he was originally. So у него в 5 раз увеличивается содержание иммуноглобулина. his defenses against communicable disease just went up about 5 times, or 500%. Now those that already had IgA, they didn't go up as much, but even they improved. Но даже те, у которых уже достаточно высокий уровень, все равно увеличится. На этом слайде вы можете увидеть, что степень реакции на трансфер фактор, она в зависимости от того, какой исходный уровень. Если уровень недостаточно, так сказать, если вы почти в норме, то у вас ответ может быть меньше. Показатель, то есть ваш организм не имеет такой необходимости в этой стимуляции, хотя и увеличивается уровень, но он намного ниже, чем у тех, у которых исходный уровень очень низкий. Мы всегда помним, и врачи это знают очень хорошо, что чем более исходный уровень ваш отличается от нормы, тем больше ответ возникает на воздействие того фактора, в котором мы особенно нуждаемся. Now, on the average, В среднем their IgA levels increased by 73%. в целом на 73% увеличивается содержание иммуноглобулина в слюне. So when you give someone transfer factor and they take it, 100% of them are benefiting with better health. То есть все те, которые принимают трансфер фактор, в конечном счете выигрывают все. 100% тех, которые принимают трансфер фактор, в той или иной мере они улучшают состояние своего здоровья, в тем большей степени тех, у которых уже резервы почти истощены, но те, которые имеют достаточно высокий уровень, они практически сохраняют свое здоровье на многие годы. Because 100% of these people showed a statistically significant increase. То есть 100% всех тех, которые были подверглись этому исследованию, дали ответ. Понимаете, это просто потрясающе. Это значит, любой человек, который принимает трансфер фактор, он получает пользу от его приема. Независимо от уровня содержания, так сказать, иммуноглобулинов, активности киллеров и так далее. Трансфер фактор нужен всем. And these transfer factors are not made by NK cells, they're not made by T cells, they're made by another form of immune cell called B cells. Salivary IgA. Иммуноглобулины, которые выравниваются. Okay, salivary IgA is not made by NK cells. Они не сделаны, естественно, они не производятся киллерами, они не производятся They're not made by T cells. не T-клетками, лимфоцитами. They're made by B cells. Это B-клетки. And this is the first scientific experiment that has ever shown that transfer factors have a positive effect on B cells as well. По сути дела, вот это первый эксперимент, который показал, что трансфер фактор влияет активность также на B-клетки, активность клеток. These B cells are the memory cells. Это клетки памяти. So
another very important discovery with regard to what transfer factors То do. есть это еще одно очень важное открытие о том, что делает трансфер фактор. Он влияет на активность клеток памяти. So, what's important to remember Что важно помнить, is these transfer factor molecules что молекулы трансфер фактора, convey information or intelligence. они передают информацию, так сказать, о готовности. They inform our immune systems about bacteria and viruses that they've never То есть seen. они дают информацию о том, с чем мы еще не So that встречались. when you're attacked by one of those viruses or one of those bacteria, your immune system already recognizes it and can attack it more readily. То есть иммунная система имеет уже сейчас готовность ко встрече со всем тем, что не мое. Это не то, что о разных бактериях. Организм очень четко начинает распознавать мое, не мое. Все, что не мое, надо уничтожить. And it can take people who have low immunity and boost them up to И have. те, у кого очень низкий иммунный ответ, он повышается до такой степени, что человек способен уже справляться со всем тем, что не мое. And it can balance immunity. И кроме того, он также очень балансирует иммунный ответ. Он дает гармоничный ответ. Those are the three main things that transfer factor accomplishes. Трансфер фактор таким образом дает информацию, поддерживает иммунный ответ и балансирует его. So once again, we are the transfer factor company, Значит, вы компания трансфер факторов and we are the immune company. и компания иммунной системы, можно так сказать, для поддержки функций иммунной системы. И And for that, I wish you every success. мы хотим пожелать вам наилучшего успеха. Thank you very much. Спасибо вам.